Роскомнадзор закроет доступ к американской соцсети 14 марта. Как это комментируют блогеры и что намерены предпринять? Россияне продают криптовалюту в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным агентства Рейтер, речь идет о сделках на миллиарды долларов. Одни хотят вложить средства в эмиратскую недвижимость, другие планируют получить валюту и спрятать ее в другом месте. На этом фоне криптобиржи уже пообещали блокировать счета россиян, которые попали под западные санкции. Все больше западных компаний приостанавливают деятельность в России, но продолжают платить зарплату, иногда за несколько месяцев вперед. Мы поговорили с работниками таких предприятий. До блокировки Инстаграма у России осталось 1,5 дня. Роскомнадзор закроет доступ к соцсети в понедельник, 14 марта. Это ответ на решение компании Мета перестать модерировать в отдельных странах призывы к насилию против российских военнослужащих, участвующих в операции на Украине. Инстаграм — одна из самых популярных соцсетей в России. Она входит в топ-5 стран с наибольшим количеством пользователей Инстаграма. В ней сидит 80 миллионов россиян. По словам главы соцсети Адама Моссери, 80% из них подписаны на аккаунты людей из других стран. В России больше 1000 блогеров-миллионников. Они уже начали массово приводить свою аудиторию в другие соцсети. Как повлияла на их бизнес блокировка соцсети, куда они уходят? Вот что блогеры рассказали Бизнес ФМ. Руководитель вокальной школы, блогер-тысячник Юлия Брандт. Для нас это не как гром среди ясного неба. Мы уже где-то недели-две жили с мыслями, что вероятнее всего нас отключат от этого ресурса. Все люди, так же как и я, сейчас просто вслепую заводят телеграм-канал и возвращаются в свои странички ВКонтакте. Как это будет работать на рекламе, на твоей деятельности, как это будет отражаться и насколько это будет помогать, честно говоря, вот мне пока непонятно. Потому что я не могу отследить, насколько вот этот ресурс полезен именно для моей профессиональной деятельности. Но я думаю, что в любом случае меньше, чем Инстаграм, потому что должно пройти еще какое-то время, люди должны привыкнуть, как взаимодействовать, как фильтровать информацию. Все-таки должно пройти время, наверное, где-то полгода, я так думаю. Предприниматель и блогер-миллионник Александра Митрошина. Несмотря на то, что огромное количество малого и среднего бизнеса, наверное, даже чуть ли не большая часть в России серьезно подвязана на Инстаграм, получает оттуда трафик, получает оттуда клиентов. Глобально мы перестроимся на новые социальные сети. Например, лично я перехожу в Телеграм, который я веду уже много лет параллельно Инстаграму, и ВКонтакте, где я вот вчера как раз завела страницу. Сейчас ВКонтакте, наверное, даже будет удобнее, потому что таргетированную рекламу сейчас можно подключить только там, не считая Одноклассников, но Одноклассники по разным параметрам не такая выгодная для нас социальная сеть. Поэтому, во-первых, нужно успеть сейчас перелить свою аудиторию на другие площадки. Во-вторых, начинать продвижение, которое сейчас, скорее всего, будет стоить дешевле, чем в Инстаграме, набирать новую аудиторию, либо привлекать старую, которая потерялась. Сейчас очень активно люди подписываются. У меня Телеграм вырос больше, чем когда-либо, несмотря на то, что я веду его уже несколько лет. Сейчас реально очень много людей подписалось. Уже больше, чем 250 тысяч у меня подписчиков в Телеграме, хотя раньше было 170-180. Главный врач и врач-косметолог клиники эстетической медицины Health Face, блогер-тысячник Сирануш Аванесова. Мы никак к этому не готовились. Насколько я понимаю, что все сейчас идут в первую очередь в Телеграм и ВКонтакт. Мы для себя выбрали пока что канал Телеграм. Насчет ВКонтакта еще немножечко посмотрим, подумаем. Возможно, тоже пойдем туда. Взяли небольшой такой тайм-аут, буквально на недельку, на две, посмотреть, что в целом будет происходить. Инстаграм для косметологии удобен тем, что можно показать результат до и после, как проходит процедура. И многие пациенты, кто посмотрел, им гораздо легче приходить уже на процедуру, они больше понимают о том, что они могут получить и как. Именно для нашей клиники подписчики в пациентов превращались не за счет работы Инстаграма или непосредственно рекламы в Инстаграм, а за счет сарафанного радио. То есть, да, сеть была очень удобна, но сказать, что мы потеряем очень много пациентов, я навряд ли бы так сказала. Думаю, что скорее нет. Независимый финансовый советник и блогер-миллионник Анастасия Тарасова. Было понятно, что ввиду текущих событий это произойдет рано или поздно. Произошло чуть раньше, чем мы ожидали, но первично для меня все-таки торговля на бирже и мой инвестиционный фонд. Поэтому социальные сети, несмотря на большой объем подписчиков, это второстепенная тема. Мы сейчас перешли в Телеграм-канал, планируем завести страничку ВКонтакте.
Пока не совсем понятно, как это будет работать на практике, но для меня тут важно не оставить людей без информации и все-таки сохранить какой-то канал связи для того, чтобы они могли черпать правильную, проверенную финансовую информацию и ориентироваться в том, что в экономике происходит. Конечно, когда ты 6 лет работаешь в одной социальной сети, ты к ней максимально привыкаешь, и плюс Инстаграм — соцсеть, которая позволяет давать разные виды контента, то есть и текстовый, и видео, и прямые эфиры, и, безусловно, это было удобно. Сейчас придется замещать его разными социальными сетями. Естественно, Telegram выигрывает. В плане прямых эфиров и видеоконтента пока непонятно, будем что-то придумывать. Со вчерашнего вечера на соцсетях публикуют инструкцию, как скачать архив публикации из Инстаграма. В настройках в разделе «Ваша активность» нужно выбрать папку «Скачать информацию». В течение 48 часов соцсеть пришлет архив на указанную почту. А россияне массово продают криптовалюту в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил агентство Рейтер. Одна из криптофирм получает много запросов от швейцарских брокеров, которые хотят избавиться от криптовалюты в размере не менее $2 миллиардов, рассказал Рейтер. Руководитель компании, по его словам, обычно крупные сделки бывают не чаще раза в месяц. А представитель криптофирмы добавил, что один из клиентов хочет продать 125 тысяч биткоинов, чтобы вывести деньги в Австралии, это около $6 миллиардов или больше 700 миллиардов рублей. Источники агентства отметили, что одни хотят вложить средства в недвижимость в Арабских Эмиратах, другие планируют получить валюту и спрятать ее в другом месте. Ранее несколько крупных криптовалютных бирж заявили, что будут замораживать счета россиян, которые попали под санкции Запада из-за военной операции на Украине, и будут следить, чтобы криптовалюту не использовали для обхода санкций. А продолжит юрист, сопредседатель Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна Александр Терещев. За эту ночь было снято кэшно из криптовалюты порядка $10 миллиардов. Почему это появилось? Потому что есть такая организация FinCEN. Это организация в рамках Министерства финансов, тайная, сокрытая, которая занимается даже не киберпреступлениями, а преступлениями в интернете. Именно эта организация владеет всей информацией и связана со всеми компаниями и частями всего интернета. И если кто-то у кого-то требует выкуп, это как раз те люди, которые находят. Так вот, они 7 марта написали обращение ко всем финансовым институциям, ко всем депозитариям, страховым компаниям и предупредили, что поставили запрет в той или иной мере участвовать и не оказывать никакой помощи российским властям, которые пытаются использовать криптовалюту для того, чтобы обходить санкции. Но есть одна маленькая проблема, о которой мало кто знает. Эта же организация внесла Арабские Эмираты 4 числа, убрав из этого короткого списка Зимбабве, как страна, которая осуществляет подозрительные махинации, не отслеживая due diligence активов, которые окэшивает. И ФАТФ, членом которой Арабский Эмират является, сейчас проведет там расследование. Поэтому это произошло 4 марта, поэтому, мне кажется, сегодня многие сделали тоже еще одну роковую ошибку, начиная снимать в массовом количестве, уходя из криптоактивов в доллар. Александр Терещев, сопредседатель Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна. Ранее эксперты отмечали, что Россия может использовать биткоин для обхода санкций, даже может стать мировым криптовалютным центром, у страны для этого есть все необходимое. В США подчеркивали, что обладают большим опытом отслеживания криптовалюты, поэтому России не получится с помощью нее избегать ограничений. Иностранная компания заявила о приостановке, но заплатила сотрудникам зарплату на несколько месяцев вперед. Мы поговорили с работниками зарубежных предприятий, приостановивших деятельность в России. Вячеслав, сотрудник Европейской промышленной группы. Собеседник попросил изменить в эфире его голос. Компания является представительством зарубежной компании, скандинавской, европейской, крупного холдинга промышленного, который производит промышленное оборудование для различных сфер отраслей промышленности. Соответственно, компания уже примерно неделю, бизнес ее приостановлен руководством головного офиса. И на неопределенный срок ведения каких-то текущих и перспективных проектов и поставок полностью это приостановлено для России и Республики Беларусь. Пока что будущее туманно, ввиду того, что надвигались подключения SWIFT и ухода платежных систем. Но компания, будучи социально ответственной, принята у всех зарубежных компаний, предприняла меры, чтобы защитить своих российских сотрудников и наперед оплатила им за несколько месяцев заработную плату. Михаил, сотрудник крупной аудиторской компании, приостановившей работу в России. Голос также изменен.
Наш SEO объявил о том, что компания тоже уходит с России, но вместо себя здесь оставляет компанию респондента. И потом уже была встреча с одним из руководителей, как раз, который объявил о том, что да, действительно, компания уходит, больше не будет работать в России, оставляет здесь просто фирму, людей увольнять не будут, и условия, зарплаты, страховка и все, что было раньше, будет точно на таком же уровне. Что касается возможных вариантов, вот я знаю, что некоторых перевозят, например, в другие страны, в Азербайджан, Грузию, Армению, это будет часть компании четверки. И дальше, что касается тех, кто хочет или те, кому нужно остаться в России, те остаются в России работать в этой новой созданной фирме. Но условия и оклад, все будет ровно на таком же уровне, как и раньше. Владимир, сотрудник Икеи, закрывший в России магазины и производство. 3 марта по WhatsApp объявили всем, сказали на 3 месяца. А дальше как пойдет? Вы продолжаете работать или не продолжаете работать? В каком объеме? Все всем платится, продолжаем работать в маленьком объеме. Работы нету. Складские операционные процессы различные, самые всевозможные. Все, нет никаких заказов. Нет поставок, нет заказов. Кто-то, наверное, уже ушел, я не следил. Предложили перенести его отпуска все там с осени и так далее на сейчас. И все. А так никого не увольняли, никого не сокращали.